Добро пожаловать в давние времена, когда существовало мало компаний по производству handheld Windows консолей, были только GPD и, возможно, кто-то еще, но на очень нишевом рынке. И тогда у нас появился конкурент GPD в лице Aya Neo. Для начала они первые, кто выпустили портативки на процессорах AMD, чем довольно-таки перевернули данный рынок, немножко его стряхнули, так сказать, и прям сделали хорошо, учитывая, что производительность AMD была на тот момент прям неплохой по сравнению с Intel, хотя в данное время примерно то же самое остается, только у AMD гораздо больше теперь FPS, чем у Intel, нежели это было раньше, где отличия были примерно 15-20%. Но идут годы, они все выпускают и выпускают девайсы, и в какой-то момент они выпускают типа как бы вроде как дешевенький аппаратчик. Аппаратик этот называется Aya Neo Geek. Скажем так, он был дешевый, но дешевый в рамках прайсов Aya Neo, потому что Aya Neo всегда ставит прайс очень-очень высоко. И сегодня мы вспомним и посмотрим опять на аппарат под названием Aya Neo Geek 1S. Почему 1S? Потому что первый гиг у нас выпускался на процессоре AMD 6800U, а этот аппарат уже дорого-богато и выпускается на процессоре 7840U. Ну, точнее, выпускался. Также есть итерация. Есть сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь, если компания еще не закрылась, на Indiegogo по, собственно, выпуску материнок, апгрейдов для этого аппарата на 8840U, которую я, конечно же, заказывать не буду, потому что, собственно, продолжайте смотреть и узнаете почему. Для начала мы посмотрим на порты. Здесь у гейка прям все нормально, все хорошо. Здесь у нас кнопка включения со сканером отпечатка пальцев, качелька громкости и два USB Type-C, один из которых, конечно же, у нас USB 4. Куда же без этого. Далее. И еще один USB 4. И у нас вот такая вот дверца, шторка, непонятная штука для microSD карточек. Однако, тут не все microSD карточки поместятся, к сожалению, как я уже показывал на первом видео про этот аппарат. Некоторые карточки нормально работают, а некоторые немного не дают закрыть эту дверку. Почему так? Без понятия и прям не знаю. Включим же этот аппарат и посмотрим на него, на то, как он работает в наших реалиях и почему я бы не особо советовал его сейчас брать, учитывая, что у нас есть на рынке. Тут у нас уже загружается Aya Neo Space, Aya Space, и вроде как не смог загрузиться, но бывает. Сделаем экран более приятным. Итак, как можно видеть, у меня тут установлен не последний Aya Space, и это одна из главнейших проблем этого аппарата. Это софт. Неважно, сколько они его чинят, не чинят, делают там апгрейды, не апгрейды, все равно это просто кусок непонятного кода. Конечно, здесь вроде как что-то там настраивается, можно видеть, что все лагает. И это не из-за того, что камера пишет всего лишь 60 FPS и экран только 60 FPS. Оно просто подлагивает. Конечно, не так, как было в Lenovo Legion Go, где там просто ад кромешный, но здесь тоже приятного мало. Например, первый баг. Почему зависло? Плюс-минус этот скролл работает нормально, когда он работает нормально, но работа, можно сказать, отвратительная. То есть, считайте, у вас софта нет, придется использовать сторонний софт, как многие великие комментаторы мне советуют делать. Например, в том же видео под Legion Go, что великие мастера портативного гейминга, они используют чуть ли не самописные программы, которые дядя Вася им специально для них написал, и используют только их, и не используют богомерзкий встроенный софт. И тут у меня назревает вопрос, а почему бы не пойти дальше и самому не сделать портативку? Что уж там останавливаться только на софте, не так ли? Поэтому, когда ты покупаешь девайс от какого-то производителя, который тебе дает кое-какой инструмент, он должен работать минимум нормально. Я не говорю идеально, потому что идеального софта нет.
у того же Asus, оно плюс-минус нормально, но не идеально. Здесь же это на уровне первых апдейтов Legion Go, на уровне софта у MSI и на уровне первых версий софта у Asus. Только здесь уже пару лет они пытаются там что-то сделать. К сожалению, у них не получается, потому что нужно выпускать еще килограмм девайсов, нежели поддерживать свой. Но да ладно. Касательно игр, здесь, конечно, будет немного такое себе. По причине того, что, ну, во-первых, здесь у нас 800p экран. Можете называть его также 720p, плюс-минус то же самое. И он только 60 Гц. С одной стороны, можно сказать, что да, это прям нормально, это прям подходит как раз для мобильного процессора, но в той же дороге я сомневаюсь, что вы будете играть на 30 Вт ТДП, а именно примерно столько, ну, 28 нужно для нормальных игр. Для простеньких игр можно и Full HD запускать. И с каким-нибудь апскейлом FSR доводить их просто до приемлемого состояния на нормальных ваттажах. Здесь же, скажем так, это уже технологии древних. Технологии древних, которые не особо уже релевантны в наше время. Full HD, 2К плюс-минус это будет, скажем так, не очень, по причине того, что не все допрут, что 2К это экран для integer scale, и не все будут заморачиваться, будут либо же в игре неправильное разрешение указывать, либо же просто будут ставить нативное разрешение, а потом плакаться, а почему все-таки все запускается в 15 FPS. Самое оптимальное это 1200, либо же 1080p, чтобы все нормально работало. Ну и посмотрим, собственно, как оно работает. Например, Fallout New Vegas. Поставим Fallout 11 Вт ТДП. И должно быть нормально. Так, выставим его нативное разрешение. Поставим. Все же не поставим. Попробуем опять выставить его нативное разрешение. Preset Medium. И нажмем, собственно, на кнопочку Play. Из нормальных вещей, касательно вот этого вот софта, у Ioneo есть два варианта оверлея. Это либо же через RTSS, вот такой вот красивенький, в принципе, классный оверлей, либо их собственный, который, в принципе, плюс-минус работает. Вот такой вот. Но мне он не нравится, мне больше нравится RTSS. И понимаем, что мы понимаем, что 11 Вт это слишком много. Сделаем 7 Вт. И 7 Вт это уже слишком мало. И вот примерно 9 Вт оно. И на 9 Вт, в принципе, работает нормально. Можно сверху еще для прикола накинуть генерацию кадров через утку. Но, в принципе, нормально все идет, нормально прыгает, нормально играет. У нас примерно 3 часа может жить от батареи данный аппарат, если играть в New Vegas, что, в принципе, маловато, но пойдет. Поэтому старые игры здесь нормально играть до того момента, как мы захотим поиграть в игру настолько старую, что ее немного глючит от вот таких вот вертикальных экранов. Я напомню, что здесь нативный вертикальный экран, и у него обновление вот так вот идет. Обновление кадра. То есть, если мы привыкли, что когда кадр рвется, он рвется вот так, здесь у нас будет рваться он вот так вот. Но это не самая большая проблема. Другая проблема в том, что старые игры этого не понимают. Они такие игры, экраны не любят. Например, самый главный пример, это просто идеальный тест, который я смог найти в интернете с этой игрой. Например, мы запускаем эту игру. Вроде все классно, ничего не предвещает беды. И ошибка. Ошибка DirectX.
И она всегда будет появляться, потому что этот экран у нас немного не такой. Он не такой, как все. Он именно что вертикальный. Поэтому что хочется сказать по этому аппарату спустя долгое время использования и нахождения у меня. Стоит ли его покупать? Можно сказать, что не стоит. Особенно если вы хотите использовать его как портативочку и просто наслаждаться старенькими играми, то не стоит. Лучше купить какой-нибудь там... Да, господи, лучше взять вот это вот непонятное, чем покупать этот гиг. Во-первых, дешевле, во-вторых, мне жалко, если сломается. Далее. Цены. Цены на них, конечно же, варьируются. У него просто килограммы цен, разных цен, непонятно, что и брать. Если посмотрим на цены и подходить к этому аппарату просто из цены, то можно отхватить очень интересные экземпляры по очень недорого. Но нужно просто взять, смириться с его громадными минусами. Например, некоторые говорят, что пластик сыпется, но, как можно видеть, ничего у меня тут не сыпется. Единственное, что этот пластик, он любит отпечатки пальцев. Он все это собирает. 3 не 3, а все равно будет все плохо. Плюс относительно шума. Плюс-минус шумненький аппарат, но не скажем так, что прям невозможно использовать. Если правильно настроить, то, в принципе, плюс-минус будет нормально. И главный минус – это Ayaneo и софт. И софт не только вот эта вот шторка, и не только вот этот вот Game Center и Fullscreen мод, также настройки бивосов и процессоров. Я не знаю, что они делали, но плюс-минус у Ayaneo производительность примерно на 10% в среднем. Опять же, в среднем. Ниже, чем у тех же GPD, One X Player и OX Zoe, которые, собственно, тоже One X Player. Почему так? Без понятия. Поэтому брать ли этот аппарат? Сейчас я бы сказал, что нет, но если вы найдете его за 300, а еще и лучше $250, то, в принципе, классная покупка. Неважно, в принципе, на каком процессоре будет, то 68, либо 78, либо 8. Ну, на 88 вряд ли кто-то что-то найдет, но в базе 16 АЗУ, там, я не знаю, 512 или терабайт памяти за $250-300, в принципе, взять можно и потерпеть его некоторые минусы ради того, что можно и GPU-шечку воткнуть. И как бы разъемов тут достаточно. 3 USB Type-C и 2 из которых USB 4.0. Что еще нужно? И карточку можно воткнуть. И, в принципе, все нормально тут работает. Холлы стоят. Все это. Производительность. Да, производительность меньше примерно на 10% в среднем. Да, софт не очень. Да, субъективный экран просто такой. Он стандартный HD-экран. Тут как бы особо нечего с него взять. Обычный LG-экран на 60 Гц в наше время такое уже, скажем так, не очень. Если вас эти минусы устраивают, то в принципе до $400, если вы готовы заплатить, в принципе нормальный девайс. И по прошествии многого времени можно, в принципе, сказать, что он прошел проверку времени, хоть и не сказать, что прям на вау. В отличие от тех же GPD с их Win 4 или же WinMax 2. А WinMax 2 это просто 10 из 10 девайс, который можно брать хоть на любом процессоре, лишь бы его просто взять. Собственно, подписываемся на канал, советуем всем, кому можно посоветовать, посмотреть данное видео и понимаем, что на этом все.